Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я поделюсь с вами самым удачным рецептом молочной девочки. Коржи получаются очень нежными, воздушными и вкусными. Давайте начнем. Приготовим тесто для коржей. Берем сгущенное молоко. Добавляем 3 яйца. И все хорошо перемешиваем. Затем перемешиваем между собой сухие ингредиенты. Это разрыхлитель с мукой. Муку я заранее просеяла. И добавляем все в тесто. Перемешаем. В самом конце добавляю растопленное сливочное масло. Я его остудила. Сливочное масло должно быть 82%, качественным. Все также перемешиваю на низких оборотах. Вот такая консистенция у моего теста. Оставим его на минут 15-20, оно станет немного гуще. Подробное количество ингредиентов я, как обычно, укажу внизу в описании видео. Тем временем подготовим бумагу, на которой будем выпекать коржи. Пергаментная бумага должна быть очень качественной, иначе коржи прилипнут. На бумаге рисуем круг нужного диаметра. У меня диаметр 24 сантиметра. Подготовлю таких 3 штуки. В середину круга выкладываю 2,5 ложки теста. И равномерно распределяю по кругу. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекаться до образования легкого золотистого цвета. Вот такой корж у меня получился. Пока он горячий, убираем пергаментную бумагу. Вот так легко она отстает. Теперь оставляем в сторону остывать и горячие коржи между собой не складывать, потому что они могут прилипнуть друг к другу. Получилось 10 воздушных коржей диаметром 24 сантиметра. Приготовим крем для молочной девочки. Здесь у меня сливки натуральные жирностью 33%, холодные. Я их держала в холодильнике почти сутки. Также важно сливки не перебить. Когда они вот так вот немного загустели, я добавляю творожный сыр и сахарную пудру. Продолжаем все взбивать вместе. Получился такой крем. Собираем торт. Для этого я буду использовать кольцо, но можно обойтись и без него. Выставила диаметр 24 сантиметра. На каждый слой примерно 2-3 столовые ложки крема. Торт отправляется в холодильник минимум на 6-8 часов для стабилизации крема и пропитки. Убираем кольцо. Смажу бока торта и верх оставшимся кремом. Чтобы крем сверху застыл, снова отправлю в холодильник на минут 20. Украшаю торт шоколадными подтеками и ягодами.
Вот такая красота у меня получилась. Давайте посмотрим, что у нас на разрезе. Торт получился очень вкусным, коржи просто тают во рту. Готовьте по моим рецептам, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!